Друзья, приветствуем вас на канале Фактограф. Сегодня мы расскажем вам о крупнейших провалах, которые изменили ход мировых событий и оставили неизгладимый след в судьбах целых наций и даже всего человечества. Можете себе представить, как одна маленькая ошибка может спровоцировать глобальные катастрофы или, наоборот, открыть новые горизонты? В этом видео мы вспомним о тех моментах, когда человеческий фактор сыграл решающую роль, от неудачных военных стратегий до провальных испытаний опасного оружия, от ошибочно расставленных знаков препинания до роковых оговорок. Каждый из этих провалов стал катализатором перемен и уроком для будущих поколений. Готовы к познательному путешествию в прошлое? Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А теперь поехали! Константинополь был завоеван из-за незапертых ворот. В Средневековье Константинополь был сердцем Византийской империи. Он выдерживал множество осад на протяжении тысячи лет и был практически неприступным городом. Однако в 1453 году под натиском османских войск султана Мехмеда II Константинополь пал. За 2 месяца до этого город был окружен. Казалось, что и в этот раз он выдержит нападение, если бы не открытая калитка, которая сыграла роковую роль. Оказывается, во всей системе укреплений Константинополя было несколько потайных ворот и калиток, которые могли быть использованы для разведывательных вылазок. Согласно сохранившимся документам, 29 мая 1453 года Мехмед начал новую атаку на рассвете в большой спешке. Дело в том, что разведчики принесли султану интересные сведения. Какой-то рассеянный стражник в Константинополе забыл закрыть маленькие ворота Керка-порта. По недосмотру? А может быть, по умышлению? Это стало неважно. Через этот потайной вход армия турок спокойно вошла и захватила город. Османских солдат было намного больше константинопольских, поэтому они быстро смели гарнизон Константинополя и подняли над стенами города флаг Мехмеда. Запятая не в том месте сделала шпинат популярнейшей едой. С детства мы все знаем, что шпинат – полезное растение и самый богатый источник железа среди пищевых продуктов. Различные источники утверждали, что железа в нем около 35 мг на 100 грамм. Оказывается, дело тут не в реальных свойствах овоща, а просто в одной ошибке с запятой. Все началось в 1870 году, когда немецкий химик Эрих фон Вольф изучал свойства и состав шпината. По ошибке вместо 3,5 мг железа на 100 граммов продукта ученый написал космическую цифру 35 мг. Так шпинат обрел звание суперовоща, его стали массово покупать и потреблять люди со всего мира в огромных количествах. Особенно чудодейственные свойства шпината прославились в 30-х годах 20 века, когда появился мультфильм о моряке Папайе. Персонаж обожал продукт, поскольку тот даровал ему невиданную силу. Некоторые люди даже считали растение допингом благодаря мифическому обилию железа. На самом деле в 100 граммах шпината содержится от 2,7 до 3,5 мг железа. Это тоже немало, примерно 25% рекомендуемой дневной нормы для взрослого человека. Ганнибал потерял почти половину своей армии при переходе через Альпы. Ганнибал был полководцем карфагенских войск во время Второй Пунической войны. Она началась после того, как Карфаген разрушил союзный Риму испанский город Сагунт. Самым знаменитым событием войны стал поход Ганнибала в Италию, поставивший Римскую республику в крайне тяжелое положение. Хотя в конечном итоге Карфаген потерпел поражение, поход Ганнибала, а особенно переход его войск через Альпы, остался одной из самых известных военных кампаний в истории. Полководец вел на Рим огромную по тем временам армию от 30 до 50 тысяч пехотинцев, 37 слонов и 9-15 тысяч всадников. Зачем он повел войско через заснеженные горы? Чтобы избежать встречи с римлянами. Однако этот переход был очень тяжелым. Войско несколько раз сбивалось с дороги и блуждало по непроходимым местностям. Все дороги были завалены снегом, спуск оказался труднее, чем подъем. Приходилось продвигаться по крутым и скользким тропинкам, которые вились по краю пропасти. Через 2 недели Ганнибал привел в Италию 20 тысяч пехотинцев и 6 тысяч кавалерии и несколько слонов. Таким образом, при переходе через перевалы он потерял почти половину своей армии. Ошибки, что погубили людей на Титанике.
«Титаник», самый крупный пассажирский лайнер того времени, считался непотопляемым, но во время его первого и последнего рейса в апреле 1912 года, направлявшийся из Саутгемптона в Нью-Йорк лайнер затонул после столкновения с айсбергом. В результате этого погибло более 1500 человек. Однако вряд ли «Титаник» стал бы легендой, если бы на его борту оказалось достаточное количество шлюпок и все пассажиры бы спаслись. По проекту на «Титанике» должно было разместиться 48 шлюпок, однако по настоянию владельцев лайнера, которые были уверены в его непотопляемости, их число было сокращено до 20. Кроме того, «Титаник» мог спасти ключ. Дело в том, что прямо перед отплытием капитан уволил своего второго помощника Дэвида Блэра. Именно у него был ключ от сейфа, где хранились бинокль и оборудование. В спешке Блэр забыл передать ключ заменившему его Чарльзу Лайтоллеру. В итоге у дежурных на смотровой вышке не было при себе бинокля, им приходилось полагаться только на собственное зрение, а в роковую ночь бинокль был жизненно необходим, чтобы своевременно обнаружить айсберг. Одно слово побудило Трумэна сбросить бомбу на Японию. В июле 1945 года Вторая мировая война фактически подходила к концу. Последним несгибаемым врагом стран антигитлеровской коалиции оставалась Япония. На конференции в Потсдаме японцам было предъявлено требование немедленно капитулировать, в противном случае союзники обещали перейти к решительным действиям. Через несколько дней премьер-министра Японии Кантаро Судзуки застали журналисты и начали расспрашивать, что он думает по этому поводу. Политик ответил «мокусацу», что в одном переводе означает «не придавать значения», а в другом «оставаться в мудром молчании», раздумывать над ответом. Этими словами Судзуки хотел сказать, что Япония не хочет делать поспешных выводов и пока предпочитает соблюдать нейтралитет. Однако уже на следующий день все американские газеты пестрили заголовками, что Япония решила игнорировать требования конференции в Потсдаме. Слова министра исказили во враждебном контексте, хотя имелось в виду совсем другое. Такой ответ оскорбил глав государств. В результате американцы выпустили атомные бомбы по двум крупнейшим городам противника – Хиросиме и Нагасаки. Ошибки проектирования Пизанской башни. Падающая Пизанская башня – одна из главных достопримечательностей Италии. Но как башня стала такой? Сейчас узнаете. Архитекторы начали строить башню в 1173 году, и строительство затянулось почти на 200 лет. Специалисты предусмотрели все, кроме подложки, на чем постройка будет стоять. Как оказалось, северная сторона башни возведена на прочном грунте, а южная – на мягкой и илистой глине. Этого оказалось достаточно, чтобы по завершению строительства третьего этажа обнаружился наклон в сторону. Инженеры попытались компенсировать наклон, делая одну сторону верхних этажей более высокой, чем другую. Даже по самой конструкции Пизанской башни видно, что наклон пытались исправить, искривляя ее в противоположную сторону. Пытались выровнять Пизанскую башню, но так она и не стала ровной. Выходит, что вот так банально конструкция падает из-за ошибки при проектировании. Однако именно благодаря этому просчету Пизанская башня прославилась на весь мир, а город Пиза и вся Италия получают с нее прибыль уже несколько столетий. Битва при Карансебеше, или как австрийская армия победила сама себя. Битва при Карансебеше произошла 17 сентября 1788 года на территории современной Румынии. Она является самым абсурдным сражением не только австро-турецкой войны, но вообще в истории. В тот роковой день австрийская армия, насчитывающая 100 тысяч человек, подошла к реке Тимиш. Вечером гусарская рота пересекла реку в поисках турецкого войска, но турков не нашли, зато нашли табор цыган. Решив немного утолить жажду, гусары приобрели у цыган несколько бочек то ли вина, то ли шнапса. Пехота обнаружила гусар и потребовала у них свою долю согревающего напитка. Когда гусары отказались делиться, завязалась драка, которая вскоре переросла в перестрелку. Это уже было плохо, но данному инциденту суждено было стать еще хуже. В этот момент раздался крик «Турки!». Солдаты запаниковали и рванули обратно через реку, как раз навстречу остальным войскам. Те в темноте подумали, что их действительно атакуют турки, и начали отстреливаться. В итоге вся армия разбежалась, а турки через 2 дня спокойно заняли Карансебеш, так и не встретив сопротивления. Оговорка, из-за которой рухнула Берлинская стена.
Берлинская стена разделяла Германию на восток ГДР и запад ФРГ почти 30 лет. Ее построили в разгар холодной войны между военно-политическими блоками НАТО и Организацией стран Варшавского договора. Какие же события повлекли за собой падение стены? 9 ноября 1989 года восточно-германский политик Гюнтер Шабовский созвал пресс-конференцию, чтобы объяснить незначительные изменения в законе о выезде из страны во время путешествий. Один из журналистов услышал в словах чиновника подтекст, что ограничения будут сняты совсем. Он поинтересовался, когда же изменения вступят в силу, на что Шабовский пожал плечами и сказал «немедленно». В прессе сразу же напечатали радостную новость, и люди направились к стене. Сперва пограничники старались оттеснить толпу водометами, но потом решили позволить границе пасть, чтобы не спровоцировать бунт. Так жители Берлина наконец-то воссоединились. Позднее выяснилось, что в плане пресс-конференции время вступления в силу нового закона указано не было. Пропущенный символ обошелся НАСА в $18 миллионов. В 1962 году НАСА запустила первую межпланетную станцию Маринер-1, которая должна была отправиться к Венере. Однако Маринер-1 не только не добрался до Венеры, но даже не вышел за пределы земной атмосферы. Во время запуска из-за сбоя в работе радиомаяка антенна ракеты «Атлас» потеряла связь с наземной системой наведения. Тогда управление взял на себя бортовой компьютер, но вместо того, чтобы выправить ситуацию, он сделал только хуже. Двигатели «Атлас» получили целую серию ошибочных команд, и ракета начала сильно отклоняться от курса. Наконец, из соображений безопасности ракету пришлось взорвать. Но что пошло не так? Выяснилось, что все произошло из-за опечатки в управляющей программе. Пресса тут же раздула сенсацию и нарекла пропущенный знак самым дорогим дефисом в истории. Стоимость потерянного аппарата составила $18 миллионов, что с учетом инфляции в настоящее время эквивалентно примерно $180 миллионам. Правда, если быть совсем точным, речь шла не о дефисе, а о пропущенной черточке вверху символа. Но это вряд ли сильно утешило конструкторов. К счастью для НАСА, запущенный через месяц аппарат-близнец Маринер-2 сумел выполнить задачу предшественника и добраться до Венеры. Один изотоп привел к облучению огромной территории. Слово «бикини» у многих ассоциируется с женским купальником или мультсериалом «Губка Боб. Квадратные штаны». Впервые мир узнал это слово в конце 1946 года, когда США начали проводить ядерные испытания в атолле Бикини в Тихом океане. Но мы поговорим о третьем по счету испытании на Бикини, носившее кодовое название «Касл Браво». Оно было проведено 1 марта 1954 года. Над атоллом была взорвана водородная бомба, в которой в качестве горючего был впервые использован литий-7. Где же тут собака зарыта? Дело в том, что расчеты предусматривали, что литий-7 не будет участвовать в реакции. Но литий-7 не был инертен, как предполагали конструкторы. В итоге ядерный гриб от бомбы получился в 3 раза больше, чем ожидали ученые. А мощность взрыва в 1000 раз превышала мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму. Взрыв оставил на дне океана кратер диаметром порядка 2 километров и глубиной около 80 метров. Райский атолл стал абсолютно непригоден для жизни, а местное население в ужасе, столпившись на соседнем острове, получило изрядную дозу радиации. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр. Не забудьте поделиться в комментариях, история какой ошибки впечатлила вас больше всего.